Израиль, кажется, обратился к России за помощью. В общем, интересные заявления приходят с Ближнего Востока. Давайте разберемся в том, может ли Россия помочь принести мир в этот залитый кровью регион, и может ли она буквально способствовать какому-то хорошему и нормальному разрешению конфликта. С вами Алексей Наумов, шоу «Разбор». В начале сентября администрация израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выпустила интересное заявление, где заявила о том, что советники вернулись из Москвы, где вели переговоры о завершении конфликта и возвращении заложников, которые захватил Хамас во время нападения 7 октября 2023 года. Как мы знаем, кампания Израиля против Хамас, против Палестины идет уже много месяцев. В последнее время говорят о том, что проблема с Хезболлой также усугубляется для Израиля, и никакого разрешения конфликта не видно. Израильские заложники остаются в распоряжении, что называется, боевиков Хамас. Нету пока какого-то конкретного плана по их возвращению и нету плана по прекращению конфликта. Мы видим, что международное сообщество, арабские государства, Россия, Китай требуют конкретных гарантий создания палестинского государства. Израиль пока на это не идет, и к этому он, очевидно, не готов. Кроме того, позиция американцев, традиционного гегемона, руководителя процессов на Ближнем Востоке, также не помогает этим мирным переговорам. Дело в том, что американцы слишком завязли в своей произраильской политике. Они поддерживают Израиль, они поставляют ему боеприпасы разных типов и разного калибра, совершенно не считаясь с тем, как идет кампания Израиля против Газы, закрывая глаза на, очевидно, те военные преступления, которые вполне могут там совершаться и которые пока, как мы видим, не получают должного расследования. Казалось бы, американцы привлекают каких-то посредников, Катар, Египет, но соглашение все еще не достигнуто, и даже пока каких-то контуров его не просматривается. Хамас требует полного вывода израильских сил с территории Газы. Соответственно, звучат заявления о том, что и палестинское государство обязательно должно быть создано. На это Израиль пока идти не готов. И господин Нетаньяху оказывается в такой ловушке. С одной стороны, он не может вернуть из плена Хамас заложников. С другой стороны, он не может одержать военной победы, потому что Хамас и Газа оказались гораздо более серьезным противником, чем казалось израильским полководцам. И, в общем-то, он оказывается в этом цугцванге. И его основные спонсоры, основные его партнеры, американцы, ничем не могут ему помочь, кроме тем, что поставляет ему боеприпасы, поставляет ему вооружение, а дальше, мол, разбирайся сам. В этом плане обращение к российской стороне, учитывая уникальную позицию России в отношении этого конфликта, Россия сохраняет рабочие, хоть и местами натянутые отношения с Израилем, но при этом прекрасно общается с Хамас, принимает делегации и традиционно играет большую роль на Ближнем Востоке среди мусульманских государств. И, безусловно, Россия могла бы быть той стороной, которая поможет в этом вопросе достичь какого-то справедливого разрешения. То есть Нетаньяху и Израиль зажаты в угол. Они не понимают, что делать дальше, выводить войска, не выводить, что с заложниками. Ну хорошо, вернете заложников, а дальше что? Возможно, именно Россия сможет здесь стать тем медиатором, который донесет до Израиля неизбежность его нынешней ситуации. Мы часто говорим о том, что, вот, например, Армения должна примириться с территориальными реалиями на Южном Кавказе. Израиль также должен примириться с территориальными реалиями на Ближнем Востоке, как и, кстати, государства, которые находятся рядом с Израилем. Израиль никуда не денется. Палестинцы тоже никуда не денутся. И пытаться решить конфликт военными методами создания каких-то огражденных концлагерей совершенно контрпродуктивно. Единственная возможность достичь какого-то компромисса, какого-то решения этого конфликта – это договариваться. И на уступки здесь в первую очередь, безусловно, должна пойти израильская сторона, потому что мы видим, какое разрушение принесла военная кампания, не добившись, в общем-то, никаких целей конкретных. И
Почему многие независимые наблюдатели даже называют израильскую военную кампанию геноцидом? Да, потому что мирных жителей погибло по сводкам больше, чем бойцов Хамас. И масштабная кампания не принесла военной победы, а только, в общем-то, поставила миллионы людей на грань смерти. Все эти свидетельства вы увидели, и лишний раз пересказывать их не надо. Я думаю, что здесь, конечно, Россия могла бы сыграть свою роль. Россия продвигает вот такой вот миропорядок, основанный на интересах, да, в противовес западному миропорядку, основанному на правилах, как они говорят. Россия говорит, давайте каждая страна будет преследовать свои интересы, а не интересы каких-то там зарубежных своих спонсоров или трансатлантических друзей, партнеров и так далее. И если обе стороны поймут, что здесь надо садиться и договариваться, и все-таки военным способом достичь всех своих целей невозможно, вот, возможно, такой подход помог бы Ближнему Востоку обрести хоть какое-то подобие, даже временное, нормального умиротворенного состояния. Кроме того, конструктивную роль может сыграть и Китайская Народная Республика. Китай в целом проповедует тот же подход к внешней политике, что и Москва, и в целом может дать понять руководству израильскому, что ситуация некоторым образом изменилась. Дело в том, что мы уже об этом говорили, когда этот конфликт начинался, что время во многом работает против Израиля. Основной спонсор и гарант израильской вот этой ситуации нынешней и его, как в американских документах сформулировано, качественного военного превосходства над всеми соседями, это Соединенные Штаты Америки. Но молодое поколение американцев все скептичнее и скептичнее относится к Израилю. И то есть чем моложе американец, тем критичнее он по статистике относится к Израилю. И когда это поколение американцев станет властвующим, мы увидим, что поддержка Израиля сократится. И Израилю придется, как уже говорилось сегодня, примириться с территориальными реалиями на земле. И, возможно, в этом плане Россия и Китай смогут подсказать Израилю, с чем конкретно стоит примириться и на какие конкретные компромиссы стоит идти. Пока мы обсуждаем какие-то вероятные способы разрешения конфликта, война продолжается. Также ситуация с организацией Хезболла, что называется, не вызывает никакого оптимизма. Стоит надеяться, что новый мировой порядок, появление которого мы сейчас видим, принесет хоть какое-то облегчение региону и, возможно, положит конец многовековым кровавым историям. С вами был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, в чем бы вы еще хотели разобраться вместе. Увидимся через неделю.